Приветствую вас на канале Индизайнер, и сегодня мы поговорим о том, как сделать ретушь кожи методом частотного разложения. Не пугайтесь названия, это очень простой метод, и проделав его однажды, вы навсегда забудете о проблемах кожи на фотографиях. Открываем нашу фотографию и сразу же сочетанием клавиш Ctrl-J делаем два дубликата слоя. Первый слой называем цвет, второй слой называем текстура. Итак, в первую очередь, выбрав слой текстура, мы переходим во вкладку фильтр, другое краевой контраст. Здесь подбираем такое значение, чтобы мы отчетливо видели, где у нас неровности на коже, которые нам необходимо исправить. В данном случае мне подходит радиус 10 пикселей. Нажимаем ОК. Теперь скрываем слой с текстурой и переходим на слой цвет. Нам необходимо его размыть. Для этого переходим во вкладку фильтр, размытие по гауссу. И здесь проставляем точно такое же значение, как мы проставляли на текстуре. В данном случае это 10 пикселей. Нажимаем ОК. Отлично. Теперь нам нужно в первую очередь исправить текстуру. Включаем слой с текстурой, выбираем инструмент штамп, кликаем правой кнопкой мыши по полю, выставляем жесткость на максимум, размер кисти подбираем под свой случай. И теперь путем копирования берем чистые участки кожи и переносим их туда, где у нас участки кожи, которые нам нужно исправить. Способ кажется довольно простым, но таким образом можно исправить очень многие дефекты кожи, если не все. Отлично, текстура у нас готова. Теперь нам нужно слой с текстурой перевести в режим наложения линейный свет. Теперь, как видите, текстура у нас стала равномерной. И теперь нам нужно всего лишь поправить цвет. Для этого переходим, как ни странно, на слой с цветом. И выбираем инструмент Mix кисть. Она работает фактически как штамп, но она не копирует полностью зону, а она как бы смешивает то, что вы берете в пробе, с тем, на что вы накладываете это. Вот здесь значения. Рекомендую поставить такие же, как у меня. Везде выставляем по 10, здесь 100, здесь 10. Теперь зажимаем клавишу Alt, кнопаем на тот цвет, который у нас будет эталонным, и вот таким образом проходимся по нашим проблемным зонам. Работайте с этим инструментом очень осторожно, потому как им можно нарушить светотеневой рисунок изображения. Вот как, например, получилось вот здесь. Вот я провел линию, и у нас получилась визуальная возвышенность. Поэтому нам нужно ее немного затемнить. Вот примерно так. Продолжаем. Так, вот здесь я заметил, что у нас есть некоторые проблемы с текстурой. Как вы видите, вот эта зона у нас абсолютно одинаково откопировалась. Но мы всегда можем это исправить, перейдя на слой с текстурой, выбрав также инструмент штамп. Можно немного увеличить размер и пройтись просто вот таким вот образом. Так. Отлично. Так, смотрим, что у нас получилось. Для того, чтобы было удобнее посмотреть до и после, мы слой с текстурой и слой с цветом соединяем в одну группу с сочетанием клавиш Ctrl-G.
И отключая и включая ее, можем посмотреть на то, что у нас получилось. Как вы видите, у нас изображение стало более резким. Если вам такой результат не подходит, вы можете, выбрав слой с текстурой, добавить ему немного прозрачности. И таким образом подобрать значение, чтобы у вас было максимально похоже. Вот так просто работает метод частотного разложения. Ставьте лайки, а также подписывайтесь на канал и не забудьте жмякнуть на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А с вами был Не Дизайнер. Пока!